Здравствуйте, я Юрий Синчуков. Я инструктор традиционного Минхэ Цюань и хочу показать возможности этого стиля в полном объеме, именно стилевой техники, как она есть. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, мы продолжаем. Сегодня нашей темой будет противодействие вооруженному противнику. Учитывая то количество палочных секций, филиппинских и прочих других, ирландских, которые сейчас есть в наших городах, встретить противника с палкой — это достаточно частое событие. И вот этот противник может начать вас конкретно бить. Если мы хотим работать против палки, нам нужно действовать достаточно быстро, достаточно жестко и следовать определенным принципам, которые нужно соблюдать, несмотря на боль. Боль, так или иначе, возможно, она будет, потому что палка — вещь жесткая. Какие основные принципы, что мы должны прежде всего соблюдать? До тех пор, пока он твердо стоит на своих ногах, ему удобно вас бить. Как только он теряет равновесие, он больше начинает думать о том, как он сам приземлится, как он упадет, и поэтому его удары не могут быть концентрированными, не могут приносить большой урон. Более того, когда он падает, то есть опять же у него вот эти вот другие движения, которыми он пытается стабилизировать свое положение, эти движения отнимают у ударов силу и точность. Удары становятся медленными, то есть он их нанесет гораздо меньше. Если же человеку давать возможность твердо стоять на ногах, спокойно перемещаться, двигаться так, как ему хочется, то он вам может нанести очень большой ущерб. Поэтому одна из основных задач, которую мы всегда решаем, это вывести его из равновесия всеми силами. То есть вот первая наша атака, мы идем сюда, в центр. При том, что она направлена на руки, на все эти дела, я первым встречаю руки. Моя задача через эти руки опосредованно хоть как-то вывести его из равновесия. Выкручивание руки, все эти дела, все это идет потом. Если вы начнете выкручивать руку какую-то, хоть эту, хоть ту, при том, что у него нормальный упор для ног, и при том, что он нормальной стойки, вы, скорее всего, потерпите неудачу. Основная наша задача именно движение вперед и пресечение его возможности двигаться. То есть как мы должны действовать? Наступить ему на ногу, законтролировать, лишить его подвижности, прижать ему руку и выхватить вторую палку. Взяли, толкнули, дернули. Вот у нас уже оружие в наших руках. То есть, смотрите, мы должны стараться действовать как можно ближе к нему. Чем ближе сюда мы подберемся, тем менее опасно для нас его оружие. Если мы попытаемся прыгать вот на таком расстоянии, здесь, на большом расстоянии, он меня достает, я его нет. И все, на этом все кончается, я проигрываю. Выгоды здесь не может быть никакой. Поэтому мы должны двигаться туда, где его оружие будет в меньшей выгоде, будет работать с трудом. Вот я пошел либо локтем сюда, либо кистью сюда. Дернули, отняли. Пошли. Почему по ногам? Потому что нам нужно лишить его подвижности. Лишив его подвижности, мы как минимум можем убежать. Как максимум, можем продолжать экзекуцию. Продолжать экзекуцию надо с умом. Бить его по лицу, по половым органам, по каким-то другим, скажем так, жизненно важным органам или долбящими вот такими ударами не надо. Почему? Потому что вы можете нанести ему повреждения, малосовместимые со здоровьем. А это может привести вам к проблемам к законодательству. Лучше бейте его по ногам, лишайте его по рукам, лишайте его подвижности, но не повреждайте основное. В этом случае вы как раз можете остаться в рамках необходимой самообороны, даже при достаточно жарком, скажем так, характере дискуссии. Будьте заранее готовы к тому, что сразу выхватить оружие или сразу его заблокировать не удастся. Я должен быть готов к тому, что несколько ударов я все равно получу. Я должен лезть вперед, вот именно вот в самую середку, не взирая на то, что я пропустил удар. То есть не останавливаться ни в коем случае. И ни в коем случае не уходить назад. Уйдя назад, вы оказываетесь в зоне досягаемости палки, но при этом совершенно не можете ничего сделать. И в этом случае вас ждет неминуемое поражение и
ваша жизнь будет зависеть только от его милости, на которую рассчитывать я бы не советовал. То есть мы должны двигаться именно вперед, выхватывая палку моментально из руки. Руки двигаются быстро, руки двигаются с такой же скоростью, как его палка. А захват обезьяны здесь работает в полный рост. Один из наиболее выгодных приемов, который позволяет достаточно быстро палку выхватить и перехватить, перевести оружие в четкую свою пользу. Что лучше иметь? 100 приемов, которые каждой отдельной какой-то ситуации, или один прием, который подходит к множеству разных ситуаций. Практика показывает, что второй вариант, когда один прием подходит к сотне ситуаций, гораздо лучше. И вот этим приемом в данном случае будет являться захцеп обезьяны. Вот мы выхватываем ручку, вот у меня рука идет, вот здесь голова моя прикрыта вот этим вот движением, чтобы он меня не мог ударить. И теперь я руку выхватываю. Я беру, тяну ее на себя. То есть именно вот зацепляя ее предплечьем, я тяну палочку на себя. И ручку вырываю. Раз, я ручку вырвал. Опять же у нас получается движение. Я пошел сюда. Да? Пошло. Раз, движение, я опять же палочку вырвал. То есть у нас получается одна и та же техника, которая на все ситуации. Что нужно делать? Самое главное, рука должна двигаться быстро, как будто эта белочка ворует орехи из огня. Вот представьте себе, как должна двигаться белочка. Она должна двигаться очень быстро, чтобы, скажем так, ее никто за это не наказал. То есть мы вот сейчас работаем, и оружие пошло для того, чтобы мы могли его ухватить. То есть палка движется со скоростью, которая больше, чем может уследить глаз. И поэтому мы должны руками двигаться с той же скоростью, что и палка, и выхватывать ее достаточно быстро. Мы нападаем на него и идем очень близко в ближний контакт, прижимаемся к нему как можно более плотно, стараемся выхватить оружие, выдернуть его. И вот смотрите, вот в данный момент я прихватываю его руку для того, чтобы прихватываю его одежду, чтобы этой одеждой сковать его руку. То есть за одежду взялся, я буду одеждой пользоваться как оружием. Прихватил, обмотал, вот здесь вот уже у меня будет свой захват. Я уже это использую как свое оружие. Вот. Когда мы деремся с ним, моя задача зайти к нему сбоку. Вот я оказался здесь, вот мне здесь выгодно работать, я его полностью сковал. Но если вам удастся проскочить в эту сторону и оказаться со стороны вооруженной руки, висните на этой руке максимально, насколько вы можете, всем своим весом повисайте на этой руке, это ваш основной спаситель. Уцепились, дернули, вот так всем телом, и выдернули эту палку у него из рук. Самое главное — отнять оружие, не обращая внимания на нанесенные им удары, не обращая внимания на то, что вы что-то пропустите. Вы обязательно что-то пропустите, потому что палка быстрее рук. Обязательно пропустите, будьте готовы к этому с самого начала. Но вы можете выхватить оружие и после этого уже начинать отбиваться. И это все, как говорится, как обычно, у нас есть в курсе. Если вы будете смотреть этот курс, вы найдете там множество способов, как уйти от палки, какие угловые способы шага применяются, где находится наиболее безопасное место, как на самом деле мы прячемся от палки и какие зоны являются более опасными, которые менее опасны. Это все в курсе. На данный момент мы ограничимся самым простым и самым необходимым, что нужно знать человеку. Что дает нам работа с палкой, помимо вот этих вот вещей? Спарринг против человека с палкой очень полезная вещь, потому что если она движется быстрее, чем стандартная рука у человека, и вы привыкаете работать против настолько быстрых техник, да, то, соответственно, в драке с обычным человеком, который не вооружен, вы будете иметь солидный перевес по скорости. Привыкнув, опять же, к боли при попадании во всякие такие вот зоны, то есть привыкнув к боли, вы также будете менее восприимчивы к каким-то фрустрациям из-за того, что противник в вас попал. Вы научитесь держать свое тело компактно, вы научитесь двигаться экономичней и научитесь четко добиваться своих целей. То есть, как говорится, когда обезьяна взяла в руку палку, она стала человеком. Да? Ну вот, у нас задача стоит. Я, значит,
До тех пор, пока я палку не взял, я обезьяна. А вот теперь я человек. А он кто? Вот теперь на этой мажорной ноте мы закончим наш сегодняшний урок. Подписывайтесь еще раз на наш канал, берите наши курсы, нажимайте колокольчик. До новых встреч!